специально для этого видеоролика мы для вас купили вот этот вот аквариум. Всем йоу, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами как всегда я, Finder. И сегодня в нашем ролике я вам покажу, как можно сделать вот такие вот классные фуд ролики, которые снимаются во всех рекламах и так далее. Ну а перед началом с вас лайк, коммент, подписочка на этот канал, ну все как сами знаете. Так что погнали к просмотру. Мы очень сильно запарились над этим роликом, взяли в аренду вот эту вот камеру, у нее 1000 кадров в секунду съемка. Юзать мы сегодня, конечно, это не будем, но пишите в комментариях, если вам зайдет эта камера, то мы ее, может быть, даже и купим. И уже с вами протестим эти 1000 кадров. Также мы поехали в зоомагазин для того, чтобы купить аквариум. Собственно, мы его купили. Берем. Хоть и ролик получился максимально лайтовый, сами узнаете почему чуть позже. Вот, поэтому некоторые кадры не удались, и мне пришлось максимально сильно все нарезать и записывать уже голос отсюда. Думаю, что стоит поставить лайк за старание, потому что, ну, мы реально очень сильно запарились. Следовательно, для того, чтобы заснять данные кадры, вам нужно будет выставить черный фон на задний план, конечно же настроить камеру. Кстати, для съемки ролика я поставил по итогу 50 FPS. Также важно поставить один источник света поверх аквариума. По возможности лучше использовать внешний монитор. Ну и конечно же самое главное — это аквариум. Заранее скажу то, что воду стоит наливать не из-под крана. Это для того, чтобы не было грязи и пузырьков. Но, к сожалению, у нас все равно получилось что-то похожее на космос. Это потому, что мы не успели почистить данный аквариум, так как у нас вот эта вот камера уже должна через часик уезжать, и мы просто банально не успеем для вас заснять данный ролик. Ну что ж, осталось дело за малым, а именно выбрать ягоды, которые мы будем кидать. Можете лицезреть, как там Димас бодяжит. Не смотрите у нас здесь на мусор, потому что мы до этого тоже снимали кучу всего, и как бы творческий процесс, да. Итак, после всех этих манипуляций я понял, что просто из миски кидать не получится, так как ягоды падать будут неравномерно. Поэтому ко мне пришла идейка. А, ты будешь на поднос, а с подноса это... Да. Гений. После того, как я закинул все на поднос, осталось только это затестить. Ну что, пробуем? Скажу заранее, то, что у вас много, ну, не получится заснять раз, потому что вот эта вот вода, она забаламутится сразу же после первого раза, и у вас плюс-минус есть 2-3 попытки, и потом заново либо набирать воду, либо все, заканчивать с этой съемкой. Ну что, давайте еще разок. Ну что могу сказать, съемка удалась, выглядит это просто бомбически. Ну и как я говорил, вода становится с каждым разом все грязнее и грязнее. Ну и в последний раз у нас все пошло совсем не по плану, и весь сок от ягод разлился на аппаратуру. Но я не был бы собой, если бы через секунду не продолжил снимать. Прощение я тоже записал, конечно же, на студии, но из-за того, что мы включили там свет и не выставили экспозицию на камере, у меня получилась вместо лица белая каша. Поэтому я записываю ее сейчас именно тут. Вот, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и так далее. Для вас скоро выйдет максимально жесткий, крутой новый ролик, который мы снимали весь тот день. И увидимся с вами в новых роликах. До скорых встреч, пока-пока.